Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И лайки сегодня поставят, сами поставьте лайк, пожалуйста. Тема сегодняшнего расклада. Сейчас вспомним тему. Кто и что говорит о вас прямо сейчас. Для начала сделаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнали, то есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, такая девочка пришла на расклад. Какая вы? Какая вы? Начинается. О, нифига себе. Извините, меня нервная уже. Показана мне женщина, которая сбежала от какого-то у кого-то общения. Тут сплетни какие-то. В общем, женщины, которые кости вам перемывают. Группа лиц. Скорее всего, женского пола, но не факт. В общем, сплетницы. Сбежала, как будто бы куда-то, открыла для себя иной мир. Ищет для себя, по крайней мере, каких-то людей других. Хотелось бы найти, может быть, друзей. В общем, как будто бы людей, с которыми можно было выстроить отношения по-другому. Говорите, да застали меня эти какие-то глупые какие-то разговоры, сплетни. Может быть, какие-то вот эти, знаете, двойные стандарты, какая-то лживость. Вот это вот, где человек в воздухе переобувается. Вот какая-то такая неискренность. Вот почему-то, вот, когда люди тебе улыбаются в глазки, а тут же ты узнаешь через 5 минут, что о тебе же за твоей спиной говорят. Тут как будто бы и вы тут показана женщина, которая от этого всего старается отстраниться, дистанцироваться, но почему-то пока это не особо удается. То есть как будто бы какие-то звоночки, может, из прошлого, может, какие-то вот эти люди периодически пробиваются, как-то, может быть, хотят о вас узнать даже информацию. Но вот эта карта, она более как мистическая, может быть, даже где-то вот этот негативный опыт общения с такими людьми, тут их людьми даже не назовешь, поспособствовал тому, что вы захотели где-то, может, реализоваться, раскрыть свой потенциал. Тут кто-то очень талантливый захотел как будто бы для самой себя даже доказать: я не хочу больше вот в этом вариться, в этом как будто бы в этом ядовитом болоте находиться каком-то. Я не хочу уподобляться этим людям, я не хочу проживать такую же жизнь, как они живут. Я хочу жить абсолютно иной жизнью. У меня как будто бы другие цели, меня волнуют другие вещи. Я не хочу как-то никчемно вот так вот проживать и в этих каких-то никчемных эмоциях. Вот какие-то вот какая-то вот у вас инаковость вот это вот вас толкнула к тому, что вы, может, ищете для себя какие-то смыслы в жизни. Тут у кого-то философский такой взгляд на жизнь. Пытаетесь как-то. Кто-то увлекается психологией, кто-то в эзотерику пошел. В принципе, как будто идет переосмысление. Вы говорите: да я не хочу так жить, я не хочу так прожить всю жизнь, там 80 лет вспоминать какой-то бред вот такой вот. И понимать, что у меня был шанс изменить свою жизнь, а я его не изменила. Но почему-то, сразу говорю, вот эта карта говорит, пока невозможно. Невозможно только до конца этих, освободиться от этих людей, от каких-то программок тоже может быть невозможно. Вы думаете, там легко, да, от чужого человека не подпущу к себе. А тут можете столкнуться с тем, что в вашем ближайшем окружении кто-то точно так проявляется, даже близкие, родные. И вы думаете: блин, я боролась с вот этим идиотизмом, я тут сталкиваюсь там в повседневной жизни. Но меня радует то, что вы стремитесь, чтобы это искоренить. Вы как будто бы очень осознанно к этому подходите. У вас тут уже четко есть понимание того, как вы хотите жить, и четко понимание, как не хотите жить. Вот этой карте она часто приходит яркая, харизматичная, наполненная такая энергией, муза, вдохновляющая, талантливая. Энергетика летящая, ветерайская птица. Умеете сочетать как-то, может быть, как это правильно сказать, элементы, уж не знаю, подбирать, да, какие-то в туалет элементы, уж не знаю, как это. Сейчас я выговорю. В общем, подбирать
в голове вот это слово современное, лук, да. Короче, смысл такой. Знаете, как себя преподнести, знаете, подчеркнуть свои достоинства, как. Опять-таки, тут харизма, обаяние, не обязательно идеальная внешность. Тут вот вы заходите в помещение, как-то так улыбнулись, глазками так повели, так из-под ресничек глянули, бабах, и все мужчины ваши. А рядом стоят какие-то, может быть, и моложе, и красившие. Ну, энергетика вот ваша, она какая-то такая интересная, скажем так. При этом наделены не пустышка, явно не пустышка. Тут карта мораль, добрая душа, где-то умеете вот так вот как-то вот этой самой безусловной любовью любить. Вам это дало, придете на помощь, для вас вот тут просто настолько вот разница, вот эти вот какие-то сплетницы, вот эти какие-то люди, которые что-то там кайфуют от того, что где-то кому-то кости перемыли, не то, что там пришли на помощь, а наоборот, как в болото утопили, добили, ой, прям мне как-то нехорошо вот этой энергии, и вот разница, я не говорю, что вы прям идеальная, но сочетание при внешней вот такой яркости, я думаю, вы их подбешиваете, потому что тут женщина, которая внешне красивая, ухоженная, знает все эти женские штучки, знает какие-то вот эти вот, хотел сказать, прибамбасы, да, где-то каблучок какой-то, там декольте, юбочка с разрезом, где-то там умеете пользоваться и косметикой, все вы умеете, вот у женщина, очень красивая, яркая. Другое дело, что, может быть, не всегда вам это, ну, как бы вы это используете в плане, что, может быть, там, не знаю, как отвоевание каких-то, не знаю, своих, даже у меня язык не поворачивается, но мне не похоже на то, что там вам интересно с кем-то сражаться там или показывать свое превосходство над кем-то, ну и в женском плане, там, чтобы показывать, насколько вы там красотка и как-то там флиртовать, и чтобы вот мужчину кого-то уводить или внимание привлекать. Тут больше как будто бы вы по себе как-то кайфуете. Но они считывают вашу силу, они понимают ваше умение за собой там следить, себя как-то вот так вот преподнести. Это все считывается. Это как женское такое вот есть в отношении вас, но это даже не зависть, но такое чувство соперничества. Вас очень многие считают сильной соперницей у женщины. И тут зависть, и тут эти какие-то злобные рептилоиды вот эти. Так, ну у вас вышло, как ни крути, карта мораль, женщина, которая с открытыми ладонями несет добро, свет, женщина, для которой очень важно, опять-таки, прийти на помощь. Думаю, тут и мамочка хорошая, заботливая, вообще добрый человек, добрый светлый человек. Добрый светлый человек, которого доставили какие-то тут звероящеры, какие-то злобные, завистливые сплетницы. И это столкнуло этого доброго светлого человека в увлечение эзотерикой, подтолкнуло для того, чтобы какие-то, может быть, программки, даже родовые программки искоренить, где-то поменять модель поведения, может быть, перепрограммировать себя, свою жизнь, перезапустить. Ведьма ведающая, обладающая тайными знаниями, тут уже кто-то практик. Я не говорю плохого, ничего, тут светлое, тут вы светлая. Но женщина, которая обладает на самом деле огромной силой, мне так идет, девочки, потому что аккуратно, да, потому что тут такая энергетика сумасшедшая. Да, я не советую вашим, конечно, врагам вам там что-то в спину плевать или кинжалы там пытаться помеж лопаток всунуть, потому что вы тут одним только взглядом можете подумать что-то, и тут у бедняк как минимум там ногу подвернет кто-то. Сила есть у вас, да. Так, ну, ведьма, ведающая, сами понимаете, да? Увлечение психологией, эзотерикой, увлечение чем-то таким таинственным, тем, что недоступно, какие-то знания, которые недоступны другим людям, а вам этим интересно, в этом интересно. Так, давайте, что мы смотрим? Кто говорит о вас, кто и что, да, говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас? И что этот человек говорит о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас прямо сейчас? И что этот человек говорит о вас прямо сейчас?
что? Может, это лица какие-то, группа лиц. И что они говорят о вас прямо сейчас? Кто говорит о вас и что говорит о вас прямо сейчас? Ну, кто и что? Давайте посмотрим, кто говорит о вас прямо сейчас. Что-то не... О, ты. Какие-то карты такие. Так, вот эти две карты, они вместе были. Вот так. Ну, не пойму я, то ли это мужчина, то ли женщина. Тут-то, конечно... Это мужчина или женщина? Это мужчина. Говорит о вас прямо сейчас мужчина. Мужчина может быть не свободен, император. Мужчина, который, в принципе, себя позиционирует как такой умудренный опытом, защитник. Ну, не факт, что он вообще кого-то защищает, но вообще так он себя так ведет. Тут у кого-то может управлять империей, то есть, может быть, должность какую-то иметь, уже какие-то у него средства, накопления. В принципе, такой, знаете, ему очень важно, чтобы у него просили совета, к нему обращались, он почему-то себя таким важным чувствует, да, ему очень важно, вот это уважение ему оказывали, для него это архиважно. Опять-таки, почему-то есть такое ощущение, что он чуть-чуть как будто умнее, лучше, выше, может быть, даже по социальному какому-то, не знаю, положению других. При этом, девочки, мужчина, какой-то очень негативный опыт в любви. Туз кубков, вот именно в любовной сфере, тут, похоже, знаете, как обещал много, может обещать много, как какие-то вот тут... Прям, не знаю, ванильные, как это, реки, кисельные берега, уж не знаю, тут что-то такое обещать, да хрена мог. Красиво так, как-то радужно. По факту за спиной мог творить дичь какую-то, хитрить, изгаляться как-то, в воздухе переобуваться, очень некрасивыми методами достигает результатов. Подлость, предательство, манипуляции, подставы, все сюда. Туз кубков. Ну вот как-то вот странно, вот такой вроде бы туз кубков, но вот такой какой-то, знаете, как будто бы человеку был дан шанс на любовь, правда, шанс был дан, был классный, а он его так испохабил, этот шанс, ну профукал это, мягко говоря. Как-то так оно некрасивая, какая-то такая история в его жизни это была. Так, давайте посмотрим дальше. Показано мужчина, волк в овечьей шкуре. То есть внешне показывает себя одним. Да, таким транслирует. По факту там совсем другой человечек. По головам может пойти легко. Так, при этом может оправдываться тем, что да, не мы такие, а жизнь такая, да, как-то так говорят. Так, тут какие-то ограничения, как в клетке каких-то, прям в клетке в каких-то ограничениях находится. Ну, это может быть материальное ограничение, может быть, я не знаю, кто-то элементарно женат, тоже такое. То если вот это сочетание вот так вот все читать, то в глазах социума ему так важно показывать себя одним, ну, чтобы ни в коем случае никто не подозревал, что он там что-то за спиной там... За спиной что-то творит, вытворяет. Ну вот, трио, наличие третьих лиц. Если это семья, то опять третьи лица какие-то. Тут как будто бы мужчине не хватает яркости жизни, по карте букет какого-то вот такого вот вдохновения, вот где-то вот почувствовать себя ярким, желанным. Вот такого конфетно-букетного какого-то периода такого не хватает в жизни. Будто бы тучи.
Ну, может быть, хотелось бы человеку почувствовать себя молодым, востребованным мужчиной, да, таким. А тут есть очень много ограничений. Так, ладно. Угу. Вот эта карта. Что, о чем? Ну вот что-то у меня, думаю, такая карта странная, как будто мужчина просит поддержки высших сил. Но тут карта кольцо. Очень много карт, говорящих о том, что вполне возможно мужчина не свободен. Если не свободен, то ребеночек, может быть, ради ребенка там в семье остается. Хотя тут, я даже не буду говорить, что ради ребенка. Тут вот эта карта, она как-то семья это как ширма, извините. Вот мне как идет, вот, семья это как ширма, почему-то ему это выгодно. При этом ощущения у него эмоциональные, как в тюряге. И он пытается втихаря там что-то творить, вытворять, вот такое вот. Я же говорю, показывать себя одни, на самом деле там совсем другой товарищ. Нарцисс, самовлюбленный, цену себе не сложит, себя в зеркальце целует. Так, о чем это? Карма. Тут как будто бы человек отдает 100% отчет от своим поступкам. В каком плане? Понимает, за что ему, если сейчас прилетает тут карма, тут какие-то бумеранги ему летят. За что-то. Он прекрасно знает, за что это все ему. Так, принимает это, можно так сказать. Тут карта ненависть, книга. Может быть, даже интересуется. Интересуется, если сталкивается с каким-то очень нехорошим отношением в отношении себя, извините, тавтология, пытается разобраться даже, вот тут карма, за что мне это, как будто бы вот книга, увлекаться может психологией. У кого-то смиряется уже с тем, что если семья, допустим, узнала, женщина постоянная, тут треугольники, карта страх и зеркало. Тут, девочки, вполне возможно, какая-то информация периодически как прорывается, потому что этот оборотень карта, это говорит о том, что оборотень и треугольник, это говорит о том, что где-то может быть на стороне. Не обязательно там это какие-то там прям любовные истории, флирт какой-то там, легкий секс, если можно так сказать, может где-то в каких-то поездках, командировках. И это вполне возможно, тут и тоже очень много страхов, что это все вылазит наружу периодически, вот эти его какие-то похождения. Не знаю, что-то мне такое идет. Вот карта зеркала. Тут как будто бы ему подсвечивают, показывают. Страх, что его истинного вот в этом зеркале ему покажут, узнают. Карта охота, влюбленные. Тут, девочки, нарцисс. Вот как-то вот эта вот карта охота, влюбленные. Мужчина, для которого очень важно постоянно чувствовать обожание, чувствовать себя вот таким желанным, востребованным. Постоянно вот тут карта даже во влюбленным и охота. Ему важно как будто бы чувствовать, что он управляет ситуацией, он как охотится на каких-то, видите, тут змей, он как в засаде сидит, это черный какой-то змей, дракон. И тут этот белый барашек. Мне кажется, по этой карте даже больше такой подтекст, ему нравятся женщины, тут даже подчинение это чуть-чуть не сюда, ему по большому счету ему нравится подчинять, влюблять в себя женщин, которые не такие какие-то там, которые уже там опытные, которые прошли уже все, что нужно пройти, да, которые сами могут манипулировать. Нет, ему каких-то нравится женщин увлекать, влюблять в себя, которые где-то даже наивные, доверчивые, которые искренне могут так как-то влюбиться, полюбить. Вот тут какой-то такой типаж, тут какой-то избалованный, вот такой какой-то товарищ, который уже с очень многим в этой жизни столкнулся. И вот одна карта оборотень, девочки, вот что значит, и нарцисс, который себя целует в это зеркальце. И вот эта карта охота тоже, как будто бы, этому товарищу скучно жить вот этой серой какой-то повседневной жизнью, которая вроде бы, вот так он создает иллюзию того, что он там где-то живет, постоянство у него, добропорядочность, какой-то семейный, он, в общем, публика морали. На самом деле ему в этом ужасно скучно, он как в тюряге в этом. И он не согласен так жить, и он так и не будет жить. Он никогда так и не жил. Так, собственно, что он о вас сейчас говорит, да? Интересная карта. Ой, девочки, а тут он интересно о вас такое говорит.
Первая карта дьявол, дьявол, вторая иерофант. Это же вы понимаете, это, не буду говорить черное и белое, это абсолютно противоположное. Говорит, она дьяволица, она посланник из ада, меня влечет к ней, в ней это есть чертовщина, которая меня цепляет. Тут же он говорит по иерофанту, это же посланник небес, это же добрая душа, светлая. Вот может у него в голове, да, вот пазлик не сходится никак, у него вот видение вас, он не может до конца, даже не то, что он определиться не может, вы посланник небес, или вы там и постучали ему там снизу, да. Тут как будто бы он говорит, что в вас и то есть, это капец какой-то, тут не то, что изюминка, тут сплошной изюм, да. Вот эта карта, харизма, яркость, райская птица, интересная, цепляет внешне, талантливая, муза, вдохновляющая. Тут женщина, которая спокойно ему жить не даст. Вот как будто бы, вот если он искался на пятую точку приключений, вот в вашем лице он может даже говорить о том, что вот эта женщина точно, с этой женщиной не будет скучно, эта женщина неизвестно, чего от нее ждать. Это женщина, которую ты будешь и ревновать, и в то же время и понимать, что так как я ему могу ревновать, я же ей доверяю, она ж тут добро, свет несет. При этом карта не проявленная. Говорит о вас, о том, что у вас очень много скрытого. Смотрите, карта такая, тут, ну, скажем так, архетип какой-то, ну, школьной учительницы, назовем это так, да, не обижайтесь, кто там школьные учителя. Ничего плохого, вообще не то, что ничего плохого, ну не могу сказать. Школьные учителя бывают разные, но я говорю, как архетип такой. Тут женщина, видите, так одета, дресс-код какой-то, пучочек на голове, какие-то очечки. Скромная, добропорядочная. А отбрасывая тень, тут женщина каких-то, не знаю, тут в латексе, в ботфортах, с какой-то плетью, какому-то чуть ли не ошейник какой-то. Девочки, тут история о том, что он говорит, в ней это все есть, я вижу. Она может быть, не то, что там вы внешне себя показываете, тоже как вот добропорядочная, да, но он говорит, что отчасти она такая же, как и я. Вот тут он говорит. Она себя показывает одной, а я знаю, что в ней сколько там скрытого, вот этого дьявольского, что мне хотелось бы понять это все, осознать, но это в ней не проявлено почему-то, он говорит, то ли вы это скрываете, то ли в отношении него не позволяете себе это проявлять. Ну, тут характеристики вас такие, капец просто, говорит. Императрица, смотрите, какая карта красивая. Сидит на троне, красотка, роскошная, ухоженная. Императрица — это женщина, которая, я так считаю, всегда это в первую очередь женщина, которая уважает себя, умеет эти рамки, границы выстраивать, вокруг которой все цветет, расцветает, прям классно. Так, давайте дальше. Ух ты. Дальше интересно. Вот это с кем-то он разговаривает, смотрите, он говорит, она столкнулась с какой-то завистью, ой, прям карта такая стрёмненькая. Видите, как будто бы вам в спину кто-то смотрит, вот дырявит это вот, вам прям дыры в спине, как будто бы кто-то вот прям перемывает вам кости. Но, говорит, кому-то он говорит о том, что вы столкнулись с этой завистью, может, с женской завистью, с какими-то опять злобными фуриями, карта змея, может быть. И вы показали свои рамки, границы. Где-то вы не позволили людям пересечь эти рамки, границы. Где-то поставили людей на место. Где-то посчитали нужным вообще разорвать контакты с этими людьми, отстраниться абсолютно, как будто бы, ну, тут как-то так вот он говорит. Называет вас ведьмой, ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина чуть-чуть не от мира сего, тайна, которую он не может постичь где-то, непрочитанная книга, женщина-загадка. Так, женщина, которая сейчас почему-то вот как-то реализация, может быть, вы пошли в свою реализацию, может быть, вы в свое время попытка реализовать себя, попытка где-то как-то себя показать была сопряжена с тем, что вы стали как-то невиновны. Тут видите, как белого лебедя два черных терзают. Знаете, вы могли стать как будто бы, ну не буду говорить там прям жертвой, но как попасть кому-то под руку. Может быть, вот этим дамочкам, которые вот это завидуют. Как
могли оказаться в центре какого-то то ли заговора, то ли конфликта какого-то, интриги какой-то. Там, где какие-то люди очень некрасивыми методами постарались вас, ну, сломить, скажем так. Но и при этом показать, что вы-то невиновны были. Вы просто хотели там собственной реализации. Вы просто хотели жить так, как вы считаете нужным. Может быть, вот поэтому даже вот настолько вот это людей, вот как кого-то, это настолько взбесило, что как вы смеете тут так как-то жить и как-то пытаться реализоваться так, как вы хотите. Тут что-то такое, девочки. Вот тут он говорит это кому-то, что ну, она сумела тут где-то не то, что там от себя отстоять, просто она сумела выйти. Даже вот за эти рамки границ она где-то смогла выйти. Ведьма ведающая. Тут пошла в реализацию. Где-то перешла кому-то дорогу. Кто-то не выдержал. Тут постарался поквитаться. Тут такое тоже может быть. Где-то говорит, что вы пострадали даже из-за себя, из-за своих каких-то, может, принципов, из-за, может, своего видения мира, то тоже об этом. Вы попали как в паутину, вы стали, ну, не люблю это выражение, с жертвой, но тут карта крысы, как за спиной у вас какое-то было сговор, не сговор, но подлость, предательство, вот как будто бы вы стали вот, ну, по факту как жертвой кого-то, чьих-то хитросплетений. Кому-то просто не дало покоя, спокойно, вот, никто-то не смог жить. Карта звезда. Где-то вы привлекательны, ваш интеллект, тут потенциал ваш, тут ваше желание идти к собственной какой-то цели, мечте, вот какая-то ваша инаковость. Вот тут вот в человеке в каком-то, может быть даже не в одном, вызвала по карте сущность какие-то такие негативные энергии. Ну, тут как будто бы он говорит кому-то, что вы настолько выделяетесь, ну, как бы инаковость какая-то ваша. При этом, ну, характеристики самые разнообразные, высокая ваша оценка, императрица, женщина достойна во всех смыслах, женщина, которая вот была в его жизни, яркая такая, как вспышка, вот тут как будто бы. При этом настолько интересная, настолько до конца не разгаданная. Вот тут что это такое, вот он как-то о вас говорит. И при этом он говорит о том, что где-то вы, опять-таки, как перешли кому-то дорогу. Ну, вот эти карты мне об этом говорят. Ну, тут ведьма. Оно часто как-то тут прям повторяется. Женщина, которая, может, увлекается эзотерикой, психологией. Загадка тут очень сильная. Тут женщина, которую точно он никогда не забудет. Такую женщину забыть невозможно. Но тут отчасти идут и аналогии с ним. Он почему-то, ему кажется, что вы очень чем-то вы с ним похожи. Мне так кажется. Хотя на самом деле я этого не вижу, что вы с ним похожи. Но ему кажется, что, ну, вот вы как-то достойны внимания. Очень достойны. Ладно, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.